Всем привет! Вы на канале Заброшенная Прибалтика. Деревенские дома скрывают в себе много интересного. В этот раз я нашел заброшенный дом советских военных. Несмотря на время, внутри буквально сохранился быт прошлого и много интересных находок из 70-х и 80-х годов. Приятного просмотра! Свадебное фото Лидии и Эрико по случаю свадьбы в 82 году. Здесь советы для семейной жизни, смотрите. О! Фух. Вот и домик виднеется. Там, похоже, окно вижу открытое. Дверь просто лежит. Дальше, похоже, закрыто. Ладно. Здесь вот просто вместо стены дырка. Пусто. Дом с виду, я бы сказал, совсем небольшой. Вот и это окно. Так, я пролезу тут. Ой. Ух ты! Там внутри прям интересно. Фух. Вот я и внутри. Сразу немного осмотрюсь. Кухонный уголок. А вот та дверь, которую я пытался открыть. Еще комната. А, так с виду-то дом совсем и небольшой получается. 4 комнаты всего. Красный угол и книга на латышском. Дом и корабль. Тут что-то есть. А, это всего лишь пакет с подшипниками, с шариками. Ух ты, вазы какие. Здесь у нас
пуговицы. Ну да, похоже. Значок. Раньше, я слышал, было модно собирать различные значки. Такие. У меня родственники собирали, друзья. Кто постарше. Но здесь у нас в основном пуговицы. Нижние ящики. Чайничек. Полагаю, рижский. Соль пищевая. Она просто как камень. О, это советская соль еще похоже. Смотрите, цена 10 копеек, масса 1 килограмм. ГОСТ написан. Это реально советская соль. Лежит она здесь 30 лет, что ли? Как минимум. Вот это находка. Трюмо. И что-то интересное. Радиола. Серенада 402. В полном сборе. Даже с пластинкой, смотрите. Что у нас тут? Песни Владимира Высоцкого. Вот это да. Я думаю, она могла бы включиться. Кстати. Света нет. Пробки вообще выкручены. Эх, можно было бы даже запустить. Будет здесь электричество. Пусто. Снова пусто. А здесь? А здесь что-то есть. Неужели фотографии? О, реально фотографии. Вот это уже интересно. Так. Похоронные снимки. Вот усопший в гробу. Поминки, похоже. Еще фото с гробом. Жуть, конечно. Здесь же армейские фотографии. Многочисленные. Сколько солдат. Ужас. Мертвая бабушка. Память с... Не пойму откуда. Свадебное фото. Я несу на память от Айе. 74-й год. В память службы Одессе. Балтийский флот. Вот это да. Еще военный. Советская армия. Здесь же есть фотографии просто с деревенской жизни. Смотрите, какие гуляния. Эх, было время, конечно. А сейчас эти снимки уже самая настоящая история.
История жизни и быта тех лет. Так, снова военные, похоже. Вот книжки раньше читали. Фу. Ветер. Ветер меня перепугал немного. Свадьба чья-то. В основном, как ни странно, здесь, я бы сказал, половина фото это с похорон. Причем многие снимки повторяются. В том же ящике заметил вот такой альбом. Инструкция какая-то. Руководство по эксплуатации сборной игрушки «Экспресс». Поезд какой-то, наверное, был. Инструкция к электронасосу «Ручеек». А это что? Приглашение. Приглашаем вас на свадьбу в 1976 году, 28 августа. Еще приглашение. Это, наверное, все на свадьбы. Воин, знай и строго выполняй требования законов советского государства. Это памятка для военных, наверное. И здесь написано различные уголовные статьи. Статья 206 хулиганство. Памятка, чего нельзя делать. Статья 245 самовольная отлучка. Хищение огнестрельного оружия и патронов. Самовольное оставление части, дезертирство. Вот дезертирство, угроза начальнику. Обалдеть. Просто все советские законы, которые нельзя было нарушать военным. Год, может, будет. Года, похоже, нет. Лучший водитель. Ух ты! Грамота, смотрите, советская еще. Выдана рядовому лейтенанту, нет, просто рядовому Эрику за отличные успехи в 80-м году. Вот это находки пошли. Здесь явно жили военные. Так, еще приглашение. Ленин, смотрите. Участнику битвы за урожай. Поздравления от Ленина. Так, ладно. Что же здесь еще? Это просто открытка. Думаю, что новогодняя. Да, с новым 75-м годом поздравляют. Такс. Еще открытка. Кто не был, тот будет. Кто был, не забудет. Что это такое вообще? Так, еще одна грамота. Награждается листный состав. Инструкция к холодильнику «Саратов». Еще грамота. Уже от Коммунистического союза. Так. Снова грамота, выданная Эрику. Уже в 79-м году. Извещение.
Еще одна грамота, тоже выданная Эрику. И тоже в 79-м. Вот это да. Это же самая настоящая история уже. А ящичек-то очень даже порадовал, скажу я вам. Я-то думал, что дом пустой. Так с виду показалось. Так. А тут, оказывается, такие находки в ящике. Ладно, посмотрим кухню. Кастрюля. Дрова. Все на месте. Рукомойник. И форма, смотрите. Советская армия. Такая же, как я видел на фотографиях. Очень похожая. Вот это да. Непонятно какое звание. Может быть рядовой, если нет погонов. Арс. Это что? Паста моющая синтетическая. Тоже, похоже, еще советская. И здесь же еще одно моющее средство. Уже современнее. Спальня. Фотографии. Возможно, пары, проживающие здесь в прошлом. И застывшее время. Здесь, похоже, рабочее место было. Фуражка, смотрите, тоже со звездой, военная. Обалдеть. Лампа. Ну-ка. Записная книжка Яниса. Не пойму почерк. Таскание соломы. Это здесь, походу, записаны работы, которые он делал. Вот здесь даты, число и месяц, и что он делал. Собирание камней. Что-то типа трудовой книжечки. Ну, только не официальная, а блокнотик такой вот. Ух ты! Целая коробка радиоламп. Инструкция по эксплуатации мотоцикла Иж-Планета 3. На фотографиях там видел, как раз мотоцикл стоит, и рядом вся деревня собралась. Лейтан Эрик. Тот самый, чьи грамоты я нашел. Открой блокнот, товарищ или подруга, и пробеги глазами между строк. Писал я их в часы досуга, большой печали по родным местам. Но если ты мужского пола, страданий тех не испытал, закрой блокнот. Здесь не место для тебя. Кто жизни солдатской не знает, армейских печаль не поймет.
Здесь его записи во время службы, смотрите. Ну-ка. В 79-м поступил на службу, в 81-м ушел. Часовой, смотрите, рисунок часового. Так. Если кто хочет, я буду вот так листать, сможете поставить на паузу и почитать. Люблю твои глаза, люблю твои губы. Возможно, вспоминал свою девушку во время службы. Так. Осенний вечер. С голубыми глазами девчонка. Да, 2 года в армии, конечно, это нелегкое испытание. Как-то раз мне вот довелось поработать в море на корабле. Я там был около полугода. Вдали от тоже дома, от близких, от друзей. Я скажу вам, что это было такое испытание не из легких. А здесь целых 2 года. Любовь – явление многогранное. Всякая любовь начинается с увлечения. Дни разлуки. А, вот смотрите, дни разлуки. Как он считал, 2 года – это 24 месяца, 105 недель, столько дней, часов, минут и секунд. И долгожданный дембель. Значит, это был военный, так сказать, по призыву, а не как основная его работа. Да, вот тебе и домик. Здесь, возможно, спали на печи. Лестница есть. Шкаф какой красивый. К сожалению, пустой. Еще поздравительные открытки. Вот, например, тетя Юля. Поздравляем с новым 1984 годом. Да, я полагаю, это все открытки. Сейчас заглянем на шкаф. Что у нас тут? Радиоприемник. Смотрите, Олимпиада 80. Альпинист 417. Наверное, да, батареечный приемник. Тут, похоже, пластинки. Рижский завод грампластинок. Там одно время работал мой дедушка. Пугачева. Пластинка для вас, женщины. Так и называется. Синяя птица. Причем они не пустые, там есть пластинки внутри. Так, здесь еще есть утюг, утюжочек.
74 год. Каска мотоциклетная. Может, и мотоцикл где-то есть в сарае. И альбом берем. Лидии и Эрику по случаю свадьбы в 82 году. Если не ошибаюсь, в 81-м Эрик как раз вернулся из армии. Здесь советы для семейной жизни, смотрите. Здесь на латышском языке, правда, все. Режим дня в медовый месяц. 7:45 подъем. Кофе. Муж приносит кофе жене в кровать. В постель. Муж моет тарелки после ужина. Целует жену и уходит на работу. 8 утра. Так, после работы в 6 вечера муж приходит домой с букетом цветов. А в 7 вечера молодая пара идет на развлечения. В ресторан, кино, концерт, соревнования по боксу, в баню или что-нибудь другое. В 10 вечера домой. И в 10:10 вечерняя суета и отбой, так сказать. А вот, смотрите, распорядок дня после медового месяца. В 5 утра жена встает, с 5 до 7:40 готовит завтрак и приводит в порядок одежду мужа. В 7:40 муж встает, завтракает и идет на работу. В 8 утра опять же. Вот. Потом вечером он приходит домой, наверное, в 8 часов, читает газеты, ужинает до 9. С 9 до 10 у жены небольшие работы по хозяйству, а у мужа вечерняя прогулка. Вот, в 10 вечера он возвращается и в 1 ночи отбой. То есть это что, на сон получается 4 часа? Не, они, наверное, раньше ложились, чем в 1, в 11, может. Пару советов для вас. Тебе не стоит свою жену или мужа ругать, желать зла родственникам. Я прошу прощения, если что-то коряво прочитал, не целиком, потому что латышский язык я знаю, но некоторые слова могу путать. Запомни, чего нет у женщин. У них никогда нет времени, денег. Что у женщин есть? Умные дети, злой муж и всегда правда. Это же ведь кто-то написал вот по случаю свадьбы Эрика и Лидии. Вот им такие советы здесь. Их любовная история расписана, по-моему, тоже. Обалдеть, конечно. Интересно, это так
каждой свадьбе такое подготавливали близкие, друзья, гости для молодоженов. Потому что я таких книжечек еще не встречал, вот посвященных именно институту семьи, так сказать, 80-х годов и советской эпохи. Очень интересные находки, скажу я вам. Опять же, кто хочет, можете поставить на паузу, почитать, кто латышский понимает. Немножко еще покопался в фотографиях. Понял, что в этом доме жило две семьи. Получается, Эрик и Янис. Примерно одного возраста. Оба служили в армии. Возможно, даже в одно и то же время. Вот фотография Яниса из 72 года. Ну, я бы сказал, ему здесь по виду как раз лет 12. То есть, может, он 60-го года рождения и как раз вот пошел в армию к 80-му по случаю 20-летия. И вот его супруга Айя. Так, а это Эрик. Тот самый, чьи грамоты я находил и свадебную историю любовную. И вот его жена Лидия как раз. Здесь же вот фотография с этим мотоциклом, возможно, как раз Иж Планета 3, инструкцию, которую я нашел. Такое событие, наверное, было в то время. Вот купили мотоциклы, вся деревня собралась. Все такие радостные, смотрите. И вот еще фото с москвичом. Ну и вот фото покойника. Я не знаю, мне почему-то кажется, что это может быть как раз вот Янис. Чем-то похожа форма лица. Хотя, если он родился, скажем, в 60-м году, я прикидывал, ему сейчас могло бы быть всего 65 лет. Что не так уж и много. Напоследок еще хочу заглянуть в эту пристройку. Вдруг там мотоцикл стоит. Можно так, конечно, глянуть. Мотоцикла, похоже, нет. Ух ты, какой сундук. Такс. Раз. И два. Фу. Здесь тоже замок. Но благо открытый. Так, раз. Ой, какое же здесь все. Двери просто не держатся уже, двери. Петель нету. Так. Вилка от велосипеда. Бочки. Но вот больше всего меня заинтересовал этот сундук. Так. Ой, пусто. Эх. Но с виду-то такой красивый. Сундук для приданного. Лыжи старые. Деревянные.
несмотря на то, что дом маленький, но очень порадовал большим количеством находок. Спасибо всем за внимание и до скорых встреч. Ну а я отправляюсь на поиски новых домов.